Компания Renault на онлайн-презентации представила второе поколение Duster для российского рынка. Эта модель под брендом Dacia выпускается и продается в Европе с начала 2018 года. Российская версия, производства которой началось на заводе Renault в Москве, получила ряд некоторых отличий в конструкции от европейского Duster. При внешнем сходстве с машиной предыдущего поколения, Duster второго поколения получил новый кузов, построенный с нуля. Здесь и оригинальные внешние панели, и полностью переработанная силовая клетка. Благодаря этому кузов стал жестче и прочнее, а также слегка увеличился в размерах. Машина стала длиннее предшественницы примерно на 3 см. Теперь ее длина составляет 4315 мм, при колесной базе в 2674 мм. Кроме того, объем багажного отсека увеличился на 20 литров и теперь составляет 428 литров. Внешне машина схожа с европейским Dacia Duster, но на радиаторной решетке появился логотип Renault, что смотрится весьма солиднее. А сама решетка теперь бывает двух типов: полностью черная из неокрашенного пластика, а также комбинированного типа с хромированными накладками. Кроме того, сам кузов имеет два типа исполнения. Городской вариант обладает лишь бамперами с защитой из черного матового пластика, а внедорожная версия по всему периметру защищена накладками. Также бросаются в глаза и новые фары, которые во всех исполнениях получили светодиодные огни. При этом сам ближний и дальний свет остался по-прежнему галогеновый во всех комплектациях модели. Диодные элементы также используются в задних фонарях для габаритных огней, однако доступны они только на самых дорогих комплектациях. В основу автомобиля легла платформа, которая представляет собой глубоко модернизированное и проработанное шасси прошлого поколения B0. Эта архитектура сейчас также лежит в основе Arkana и обновленного Captur. Как уверяют инженеры Renault, шасси подвергли серьезным доработкам. Свыше 55% ее компонентов созданы с нуля, и немалая часть оставшихся узлов переработана. Но самое главное изменение для покупателей – это новый рулевой механизм речного типа с интегрированным электроусилителем, который позволил регулировать рулевую колонку не только по высоте, но и по вылету. Система полного привода перешла на машины нового поколения без изменений. Межосевая электронно управляемая муфта имеет автоматический режим работы, в котором момент распределяется между осями в зависимости от дорожной ситуации и проскальзывания колес, а также режим блокировки 4WD Lock, делящий тягу между осями равномерно. В линейке двигателей произошли изменения. Начальные версии Duster по-прежнему предлагают с бензиновым двигателем в 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механикой и передним приводом. Следующий вариант – это такой же мотор, потерпевший небольшую модернизацию, который выдает уже 117 лошадиных сил. При этом он работает уже с шестиступенчатой механикой и полным приводом. На ступень выше стоит еще один мотор из старой линейки. Это двухлитровая атмосферная четверка с отдачей в 143 лошадиные силы, которая также сочетается исключительно шестиступенчатой механикой и полным приводом. А топовый бензиновый двигатель – это новый турбомотор в 1,3 литра мощностью 150 лошадиных сил. Но коробок передач здесь уже две на выбор – МКПП и вариатор. Самые дорогие версии Duster оснащаются исключительно полноприводной трансмиссией. Кроме того, в линейке остался 1,5-литровый 109-сильный турбодизель. Автомобилю также полностью переработали интерьер. Новая передняя панель получила оформление в стиле купе-кроссовера Arkana. От нее она позаимствовала дефлекторы обдува, блок управления климатической установкой и медиасистему с цветным тачскрином. Новая мультимедиа поддерживает протоколы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. В списке дополнительного оборудования есть подогревы лобового стекла, руля и заднего сидения, а также однозонный климат-контроль. Кроме того, доступны внедорожные ассистенты, вроде системы помощи при спуске с горы и камер кругового обзора. Renault Duster 2 поступит в продажу с 1 марта текущего года, однако точные комплектации и цены пока не объявлены. Стоимость автомобиля текущего поколения варьируется от 840 тысяч до 1 миллиона 220 тысяч рублей или от 9400 евро до 13600. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о новом Renault Duster для российского рынка в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей
новостей с dachaclubmd.ru.